Before I begin speaking, if I could ask if there's anybody here for the first time. Прежде чем я начну говорить, я хочу спросить, а кто сегодня пришел в первый раз? Поднимите, пожалуйста, руку. Oh, yes, there's some people here. First time. Okay, it's over here also. I thought I should ask that question. Я подумал, что я должен задать этот вопрос. Because somehow there's an overlap between our Sunday program and an in-house event. Потому что сегодня одновременно накладываются друг на друга два события происходят. Сегодня здесь воскресная программа, и также здесь определенное внутреннее мероприятие проходит. And usually our Sunday program is specifically for people who are coming to inquire about our philosophy, the basics of our philosophy. И обычно наши воскресные программы предназначены для людей, которые приходят в первый раз для того, чтобы узнать о нашей философии, узнать азы нашей философии. And on the other hand, many people have gathered even from distant cities to come and hear about a specific topic. А с другой стороны, здесь много людей, которые приехали из других городов, преданных для того, чтобы послушать на одну конкретную тему. So for the benefit of those of you who are here for the first time, I'd like to quickly figure out how to synthesize this topic in a way that it can be understandable for everybody. Поэтому для блага тех, кто пришел сегодня в первый раз, я постараюсь рассказать, синтезировать обе темы так, чтобы было понятно для всех. But it's not going to be easy. Но это будет нелегко. But I'll try my best. Но я постараюсь изо всех сил это сделать. Forgive me for explaining that. Простите меня за то, что я вам это сейчас объясняю. But I thought those who are here for the first time should understand it's a very extraordinary event. Но я подумал, что те люди, которые пришли сегодня в первый раз, должны понимать, что сегодня происходит некое уникальное, выдающееся событие. And I was invited as a guest speaker to speak on this topic. И меня пригласили сюда для того, чтобы я выступил и рассказал на эту тему. And the theme is about spiritual care. И тема нашей сегодняшней встречи – духовная забота. Spiritual care is something that everyone should take interest in. Духовная забота – это тема, которая, по идее, должна интересовать каждого. Those who are long-term practitioners of some spiritual pursuit. И тех, кто уже долгое время практикует какую-то духовную практику. As well as those who hadn't thought about it before but might be thinking about it now. И также тех людей, кто, возможно, раньше никогда об этом не думал, но, может быть, сейчас задумались. And even those who've never thought about it before are not thinking about it now. И это должно быть интересно даже для тех, кто никогда раньше об этом не думал и сейчас тоже не думает. Still, it's relevant. Все равно тема актуальна. And the reason why it's relevant is because essentially everyone, every living being throughout creation is an eternal spiritual spark. Почему она актуальна? Потому что по своей сути каждое живое существо во всей Вселенной – это духовная искра, Encased in a temporary physical body, которая находится, она заключена в это временное физическое тело. and that eternal spiritual spark requires nourishment. И эта вечная духовная искра нуждается в питании. Just as much as the body requires nourishment. Так же, как наше тело нуждается в питании. If the body is not nourished, there are consequences. Если мы не будем питать наше тело, за этим последуют определенные последствия. One can become weak, unhealthy, Человек может diseased. стать слабым, больным, немощным. Similarly, if the spirit soul is not properly nourished, it can also be in an unhealthy state. И также, если духовная душа не получает подпитки, не получает питания, она тоже может заболеть. Although the consequences may not be as perceptible as the physical
lack of nourishment. Хотя в этом случае последствия такой недостатка питания для души могут быть не столь очевидными, как последствия недоедания для физического тела. There is a long-term effect, Есть долгосрочный эффект, and there are also very long-term consequences that may not be even may be difficult to see in the present time. и также могут быть определенные долгосрочные последствия, которые сейчас мы, может быть, даже и не сможем увидеть. An intelligent person should try to, as best as possible, to learn how to avoid those consequences. Разумный человек должен стараться изо всех сил избегать этих негативных последствий. Srila Prabhupada uses the simple analogy Шрила Прабхупада приводит простую аналогию. that when a fish is taken out of water, there are consequences. Когда рыбу убирают из воды, за этим следуют определенные последствия. Because the natural environment for the fish to live in is in water. Потому что естественная среда обитания для рыбы – это вода. But if the fish is taken out of the water and given very artificial methods for relieving its condition, Но если рыбу убирают из воды и дают ей какие-то искусственные средства облегчения, чтобы ей легче было на суше, because they are artificial measures, they won't satisfy the need of the fish. но все эти искусственные средства не удовлетворят потребности рыбы. The fish can only be satisfied when it's put back in the water. Рыбу можно удовлетворить только когда ее назад поместят в воду. Similarly, when the eternal spiritual spark forgets about its eternal relationship with the Supreme. Подобным образом, когда вечная духовная искра забывает о своих вечных взаимоотношениях со Всевышним And is encased in a temporary physical form, и оказывается помещенной в эту временную физическую оболочку, there may be many temporary measures that are applied in an attempt to try to satisfy the needs of the spiritual spark. может быть много разных временных средств, которые могут применяться, чтобы как-то облегчить состояние духовной искры. But the best way to nourish the needs of the spiritual spark is to recognize those needs as spiritual. Но самый лучший способ подпитать духовные потребности духовной души – это признать, что у нее есть духовные потребности. And with proper nourishment and care, then the diseased spiritual spark, who's in a diseased condition due to his forgetfulness of his relationship with the Supreme, can become healthy again. И затем с помощью правильных средств и заботы больная духовная искра, которая находится в больном состоянии, она забыла о своей связи со Всевышним, благодаря должному уходу и средствам она может снова вспомнить об этих отношениях. Therefore, we are very much concerned about the need for having good health. Поэтому нас очень сильно беспокоит эта потребность в хорошем здоровье. Which means not only good health physically, but good health spiritually. И это означает не только физически хорошее здоровье, но и хорошее здоровье духовное. Even if one has not such good health physically, if he has good health spiritually, he can overcome the obstacles of bad physical health. И даже если у человека не такое хорошее физическое здоровье, но хорошее духовное здоровье, тогда он может преодолеть разные трудности и последствия, связанные с плохим физическим здоровьем. And therefore the topic of spiritual care is something that's relevant for everyone. И поэтому тема духовной заботы актуальна для каждого. But how to apply spiritual care, it really depends on the severity of the disease. Но как именно применять, как именно заботиться духовно, зависит от степени серьезности заболевания. The more severe the disease is, and the more need there is for a specifically prescribed medication or treatment. Чем более серьезная у человека болезнь, чем более она запущена, тем более серьезное и тщательное лечение требуется. It's not necessarily the fact that one medicine treats all. И не обязательно одно лекарство может вылечить все болезни или все. But it has to be therapeutically applied. Но его нужно использовать в целостном процессе терапии. Therapeutically applied means that it has to be prescribed according to the observation of the physician. Это означает, что лекарство должно применяться согласно назначению и под руководством врача. And the physician actually has to know how well is the patient responding to the treatment. А врач должен знать, как
пациент реагирует на данное лекарство. If the patient is not responding well to the treatment, then there might have to be an adjustment in the prescription. Если пациент не хорошо реагирует на данное лекарство, тогда, возможно, схему лечения нужно изменить. For instance, several months ago, I was taking a particular type of prescription for blood pressure. Например, несколько месяцев назад мне сделали определенные предписания, что мне нужно делать для того, чтобы решить проблемы с давлением. And the doctor had to prescribe high dose. И врач прописал мне высокую дозу лекарства. So I was taking high dose for some time, but then after taking an Ayurvedic treatment, the doctor noticed it's not required for high dose anymore. И я принимал большие дозы этого лекарства, а потом, когда я прошел аюрведическое лечение, врач сказал, что уже нет нужды принимать эти большие дозы лекарства. So although I was taking medication, according to the observation of the physician, he had to make the necessary adjustments. Поэтому, хотя я лечился под наблюдением врача, но врач видел, как проходит лечение, и корректировал его. Of course, it could also be the other way around. Конечно, может быть и наоборот. Maybe I was given too low a dose and my blood pressure was still high, and I would have to get a higher dosage. Возможно, другой случай, что, может быть, мне дали недостаточную дозу лекарства, и давление оставалось высоким, и для этого мне надо было еще большую дозу лекарства принимать. So it's helpful to have a doctor who knows one's medical history and knows how to prescribe medication properly to restore the patient to good health. Очень хорошо, когда есть врач, который знает историю болезни, наблюдает состояние пациента и может прописать ему нужное лекарство, чтобы вернуть ему здоровье. Similarly, spiritual care also requires a good physician. И также для духовной заботы нужен хороший врач. It's not that everyone is given the same prescription, the same dosage, and the same treatment. Это не так, что каждый человек получает одно и то же лекарство в одной и той же дозе и согласно одному и тому же рецепту. Because as we were speaking about yesterday, what is the most relevant condition for becoming healthy is to the degree of one's faith. Потому что, как мы говорили вчера, самое актуальное для восстановления здоровья человека, главный критерий – это степень веры человека. If one's faith is very weak in spiritual life, then they may need to be given a treatment which is commensurate with their level of faith. Если у человека очень слабая вера в духовную жизнь, тогда ему нужно лечение, которое соответствует его уровню веры. And if one is very spiritually strong, then also the treatment may be of a different nature. А если человек очень силен духовно, тогда, возможно, ему нужно совсем другое лечение. Still, for everyone who is wanting to become spiritually healthy, having a good physician is something that's very helpful. Тем не менее, для каждого человека, который хочет быть духовно здоровым, очень важно, чтобы у него был врач, который наблюдается. And therefore, yesterday we were speaking specifically about the best medicine that is there is faith in chanting Hare Krishna. И поэтому вчера мы говорили, что самое лучшее лекарство – это вера в воспевание Харе Кришны. And although the medicine is very effective for anyone who comes in contact with the name, although the medicine is very effective for anyone who comes in contact with the holy name. И хотя это лекарство очень эффективно для каждого, кто соприкасается со святым именем, Still, it depends upon one's level of faith. тем не менее, его эффект зависит от степени веры человека. One may chant with very little faith and may get very little result. Кто-то может повторять с очень маленькой верой и из-за этого получать очень слабый результат. And on the other hand, one may chant with great faith and experience spiritual nourishment, strong spiritual nourishment. А с другой стороны, другой человек может повторять с сильной верой и получать очень сильную духовную подпитку. And the treatment or the physician who prescribes the medication has to understand the level of faith that the patient has. И врач, который прописывает лечение для больного, должен понимать силу веры пациента. And has to try to help them in the development of that faith.
И он должен постараться помочь пациенту развить эту веру. Therefore, as we said yesterday, sharing our faith with others is one way to help others who are in need of help. Поэтому, как мы говорили вчера, если мы делимся своей верой с другими людьми, которые нуждаются в усилении веры, это хороший способ им помочь. And for some, it may be necessary to share, to help them with their faith by giving attention to other needs, just besides chanting Hare Krishna. И для некоторых людей, чтобы усилить их веру, может быть полезно уделить внимание их другим потребностям, не только воспеванию Харе It's Кришны. oftentimes been described that spiritual care involves other aspects besides just spiritual needs. Говорится, что духовная забота включает и другие аспекты, не только духовные потребности человека. Everyone has emotional needs, everyone has physical needs, social needs. У каждого есть также физические потребности, эмоциональные, социальные. And Krishna consciousness is supposed to provide a very healthy, wholesome environment for the fulfillment of all of these needs. И сознание Кришны должно предоставить очень целостное, здоровое окружение, атмосферу, для того, чтобы все эти потребности удовлетворялись. But sometimes we observe that the atmosphere may not be as wholesome as necessary for helping everybody to become healthy again. И иногда мы видим, что эта атмосфера, окружение не настолько здоровое, как следовало бы, не настолько эффективно, чтобы помочь человеку снова стать здоровым. And these are some of the obstacles that we were hoping to discuss openly amongst those who have come specifically for this event. И вот это некоторые из препятствий, которые мы хотим открыто обсудить с теми, кто приехал сейчас на это мероприятие. On how to create a more wholesome environment for spiritual care. Как создать более целостную обстановку для духовной заботы. And when we speak about a wholesome environment, we're always very, very careful to not simply emphasize some structure. И когда мы говорим об этой здоровой среде, целостной среде, очень важно, что мы говорим не просто о какой-то структуре. Because sometimes we put more emphasis on the structure than the actual substance that's required within the structure. Потому что иногда мы уделяем больше внимания внешней структуре, нежели содержанию, которое наполняет эту структуру. And it becomes very external. И тогда все становится очень внешним. In other words, we may say, let's have a spiritual care program. Например, мы можем сказать, давайте установим программу заботы о преданных. Let's have a room for spiritual care. Давайте отведем отдельную комнату, в которой будет происходить духовная забота. Let's try to find other assets that could help us create the environment for spiritual care. Давайте постараемся найти другие ресурсы, которые помогут нам создать хорошую среду для духовной заботы. Let's have an account, a spiritual care, a bank account. Давайте откроем специальный счет в банке для духовной заботы. In other words, we can start thinking about, yes, all the things externally that can be done for help us in spiritual care. Другими словами, мы можем начать думать о множестве разных внешних вещей, которые могут помочь нам в духовной заботе. But there is nobody with the heart who really cares. Но The externals are lacking substance. если никто в сердце своем не заботится о других, тогда все эти внешние вещи не имеют никакого значения. In other words, what's required first and foremost is not the structure, but somebody with a heart who spiritually cares. Другими словами, что нужно прежде всего, это никакая не структура, не внешняя форма, а нужны люди, в сердце которых есть забота. In fact, even this morning, we got a glimpse. И сегодня утром мы смогли бросить небольшой мимолетный взгляд. We got a little glimpse for those who were here this morning when devotees were expressing their gratitude to Ниранджана Swami for all the help he's given them for so many years in their spiritual life. Те, кто были сегодня утром, смогли бросить мимолетный взгляд, увидев, как преданные выражали свою искреннюю благодарность Ниранджане Свами за многолетнюю помощь в их духовной жизни. And various devotees gave their public testimony of how he helped them in some way or another in difficult times,
in their spiritual life. И разные преданные говорили о том, как Махарадж помог им в трудных периодах их духовной жизни. How he helped their family members. Как он помог их членам семьи. How sometimes his prescriptions were a little bit hard to swallow. Что иногда те лекарства, которые он предписывал, было очень трудно проглатывать. But nonetheless, they realized that it was good medicine. Но тем не менее, преданные поняли, что лекарство было хорошим. And of course, there's some people who didn't speak. И, конечно, некоторые люди ничего не говорили. Maybe they wanted to speak, maybe they didn't want to speak. Может быть, и они хотели бы что-то сказать, может быть, нет. But we got a little glimpse this morning of that there is somebody in the community who actually cares. Но, по крайней мере, мы увидели, что в этой общине есть кто-то, кто по-настоящему заботится. Somehow that came out this morning, that there's somebody who's a figure here who's actually demonstrated consistently over a period of 20 years that he cares. Так или иначе, сегодня мы увидели, что в этой общине есть человек, который стабильно на протяжении уже 20 лет показал, что он реально заботится. And just as yesterday, the emphasis, I don't know for those of you who were here yesterday, if you remembered, what was the emphasis? И те, кто были вчера на лекции, вы помните, на что мы акцентировали внимание вчера? Does anybody remember what was the emphasis? Вы помните, что вчера было I'm самое not even главное? asking for the details, I'm just asking for the emphasis. Я сейчас не спрашиваю про детали, я просто спрашиваю, что было вчера самым важным. Can anybody tell me what was the emphasis? Кто-то может сказать мне, на что вчера мы смотрели? Yes, what was it? Про веру и святое имя. Про веру и святое имя. Что чем больше у нас веры, и мы с верой повторяем, тем больше у нас веры становится. Yes, and how it also helps us to overcome our difficulties. Да, и как это помогает нам преодолеть наши трудности. But there was another point also I'm looking for. Но был еще один момент, Yes. который мне хочется услышать. Насколько я помню, Махарадж говорил о том, что необходимо для того, чтобы укреплять чужую веру, необходимо помогать тем, кто переживает о других. То есть как Харидас Тхакур переживал о Господе, что необходимо вот этим заниматься. In order to increase others' faith, we should help those who are in anxiety about those who have no Krishna consciousness, like Haridas Thakur was wanted to relieve Lord Chaitanya. Relieve Lord Chaitanya. Yes. Да, слова облегчить беспокойство Господа Чайтаньи. That's it. That's what I'm looking for. I don't need another hand. Вот именно этого я и ждал. I was looking for that. Я этого ждал. Because that's the verse we read. Потому что именно этот стих мы We прочитали. started with an introduction to the verse, and then we gave the verse. Сначала мы сделали небольшое вступление к стиху, и потом прочитали сам стих. And the verse was Haridas Thakur assuring Lord Chaitanya, please don't be in anxiety. И в этом стихе говорилось, как Харидас Тхакур обращается к Господу Чайтаньи и успокаивает его. Пожалуйста, не беспокойся. Because as we explained yesterday, that because Lord Chaitanya appeared in the mood of the devotee who came to give the chanting of the holy name of the Lord as the prescribed medication for helping those in the diseased condition of life. Потому что, как мы описывали вчера, Господь Чайтанья пришел в настроении преданного для того, чтобы дать больным людям лекарства, которые вылечат их от болезни материального существования, воспевания святого имени. And that the mood of a devotee is paradukha-dukhi. И настроение, в котором пребывают преданные, это настроение пара-дукха-дукхи. Paradukha-dukhi means that for himself, there's nothing to be in anxiety about. Пара-дукха-дукхи означает, что относительно себя самого ему не о чем беспокоиться. But when he sees others suffering, he accepts their suffering as his own suffering. Но вот когда он видит, как страдают другие, страдания других людей, он принимает как свои собственные страдания. And because he accepts their suffering as his own suffering, then he thinks how to relieve their suffering. И поскольку он относится к чужим страданиям как к своим собственным, он думает о том, как же облегчить их страдания. What's the best way to relieve their anxiety? И какой лучший способ облегчить страдания других? And because Lord Chaitanya
is very anxious for the deliverance of those who have forgotten their relationship with the Supreme. И поскольку Господь Чайтанья очень переживал о спасении тех, кто забыл о своих взаимоотношениях с Господом, Then Srila Prabhupada explains in the commentary to yesterday's verse that to be eager to serve and to relieve or alleviate the anxiety of the Lord, this is real service. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к вчерашнему стиху, что иметь сильное желание служить и облегчить страдания людей, это и есть истинное служение. He emphasized it more than once. This is real service. Несколько раз он это подчеркивает. Вот это и есть настоящее служение. Sometimes we think real service is to serve the physical needs of the devotee. Иногда мы думаем, что настоящее служение – это помочь преданному с его физическими потребностями. But Srila Prabhupada emphasized at least twice, Но, real service is to actually relieve the anxieties of Vaishnavas. но Шрила Прабхупада как минимум 2 раза подчеркивает, что истинное служение – это облегчить беспокойство вайшнава. And their anxiety is when they see others in anxiety due to forgetfulness of Krishna. А о чем беспокоится вайшнав? Вайшнав беспокоится, когда он видит, как люди пребывают в тревоге и беспокойствах из-за того, что забыли о Кришне. So the main point that we were speaking about yesterday is that how we should try to serve the higher order. Поэтому главное, о чем мы вчера говорили, это о том, что мы должны стараться служить высшему наказу. In order to be effective in helping others. Для того, чтобы быть эффективными в наших попытках помогать другим. If we forget that we're serving the higher order, Если мы забываем, что мы служим высшему наказу, and we try to serve others in forgetfulness of that connection with the higher order, и мы стараемся служить другим, забыв о своей связи с высшим авторитетом, then we may try to impose many stopgap remedial measures to alleviate others' anxieties. тогда мы можем пытаться использовать множество быстрых облегчающих средств, чтобы облегчить страдания других. But the most effective way to help others is by carrying that order on one's head. Но самый эффективный способ помочь другим – это поставить себе на голову это указание And carrying that mood of service in one's heart. и нести именно это настроение служения в своем сердце. Who did we give yesterday as the best servant of Lord Chaitanya's anxiety? И вчера мы приводили примеры, кто лучше всего служит Господу Чайтанье, избавляя его от беспокойств. Кто это? Lord Nityananda. Господь Нитянанда. Lord Nityananda is the best servant of Lord Chaitanya's anxiety. Господь Нитянанда – самый лучший слуга Господа Чайтаньи, избавляющий его от беспокойства. Because, as we said, he was the principal trader, and he was most concerned about how to freely distribute and make faith in Lord Chaitanya accessible to as many jivas, living entities, as possible. Потому что, как мы вчера объясняли, он был главным торговцем, и он больше всего беспокоился о том, чтобы сделать милость Господа Чайтаньи максимальному количеству живых существ. And as we said, that Lord Nityananda's mood of service was always with conscious of the order on his head. И как мы сказали, что настроение служения, в котором был Господь Нитянанда, он все время нес у себя на голове этот приказ. He was ordered by Lord Chaitanya to go out into the streets, distribute the holy name, Господь Чайтанья приказал ему выходить на улицы и распространять святое имя. to ask others to please chant Krishna's name, Просить других, чтобы, пожалуйста, повторяйте имена Кришны, to worship Krishna, поклоняйтесь Кришне, and to take Krishna's instructions to heart. примите наставление Кришны в свое сердце. And every day Lord Nityananda would go out with that order on his head, И каждый день Господь Нитянанда ставил этот приказ себе на голову и выходил на улицу. and he would return after the day's efforts and would give his results to Lord Chaitanya. Весь день он старался, трудился, и вечером он приходил к Господу Чайтанье и рассказывал о том, что у него получилось. He was only interested in hearing whose faith was awakened today, whose faith was strengthened today in chanting Hare Krishna. А Господа Чайтанье интересовало только одно: чья вера сегодня пробудилась, у кого сегодня увеличилась вера в воспевание Харе Кришны. In other words, Lord Nityananda was thinking about Lord Chaitanya's anxiety.
Другими словами, Господь Нитьянанда думал о том, что беспокоит Господа Чайтанью. He's always absorbed in this mood. Он все время был погружен в такое настроение. The more living entities whose faith is awakened and strengthened, the more Lord Chaitanya's anxiety is relieved. Чем у большего количества людей пробуждается и усиливается вера, тем больше беспокойства Господа Чайтаньи будет уходить. And there are a lot of living entities in this material world. И в этом материальном мире очень много живых существ. Unlimited living entities. Бесконечное число живых Throughout существ. unlimited species of life, 8,400,000 species of life. Бесконечное число видов жизни, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. And there's not that many of them who have faith in chanting Hare Krishna. И совсем немногие живые существа обладают верой в повторение Харе Кришны. And even those who have a little faith in chanting Hare Krishna, their faith is still not strong. И даже те, у кого есть небольшая вера в повторение Харе Кришны, их вера все равно слаба. In other words, it's not so easy to relieve Lord Chaitanya's anxiety. Другими словами, облегчить беспокойство Господа Чайтаньи не так-то уж и легко. Because he's anxious for everyone. Потому что он переживает за всех. So there's many opportunities available to help. Итак, есть очень много возможностей для того, чтобы помочь. Unlimited opportunities. Бесконечное число этих возможностей. You cannot count how many opportunities there are available to assist Lord Nityananda in his service to Lord Chaitanya. Невозможно сосчитать, сколько есть возможностей для нас помочь Господу Нитьянанде в его служении Господу Чайтанье. And then, of course, if you find somebody who's particularly in that mood of service, И, конечно, если вы найдете человека, который утвержден и находится в таком настроении служения, then it's very natural to think, well, he or she, they have this mood of service. Let me help them. тогда естественно будет подумать, вот он или она находится в таком настроении служения, дай-ка я помогу ему или ей. Because sometimes we may forget Lord Chaitanya, we may forget Lord Nityananda. Потому что иногда мы можем забывать о Господе Чайтанье, мы можем забывать о Господе Нитьянанде. But if we see somebody in the mood of service, and we think, well, if I help them, and they're helping Lord Nityananda, who's helping Lord Chaitanya, or he's helping our disciplic succession, who's going to Lord Nityananda, then I can catch on to something and I can do something too. Но если мы можем забывать, но если мы видим человека, который находится в таком настроении, он служит Господу Нитьянанде, он хочет помочь Господу, облегчить его беспокойство, тогда мы можем понять, да, вот ему я могу помочь. But the point is to feel the connection. Но самое главное — чувствовать эту связь. If one feels the connection, then just like an electrical wire, when it's connected, the current comes through. Если человек действительно связан, действительно ощущает эту связь, это подобно железному металлическому пруту, который подсоединен к напряжению, току, и через него идет электрический ток. If it's not connected, then even though the other wire is connected to the powerhouse, there's no electricity that comes through the connected wire. Если этот провод не подключен к электричеству, то другие провода, может быть, через них идет электричество, но через этот провод ничего не идет. It's just like if you have a copper wire with insulation. Так же, как если у вас есть электрический провод, но он обмотан изоляцией. And you put all the tape around the insulation. Tape. И вы изолентой замотали этот провод. It looks like it's strong. И теперь он выглядит очень крепким. But if the copper wires aren't touching, you know what insulation is? А если вы два конца провода обмотали изолентой, то выглядит, что это очень крепко. No, if it's not connected. Но If the copper wire is not connected, если в изоленте эти два куска провода не соединены друг с другом, even though it's connected on the outside, даже хотя снаружи они замотаны изолентой, but if the copper is not connected inside, there's no current. но поскольку внутри они не соединены, то ток протекать не будет. In other words, connection is not something external. То есть, другими словами, эта связь — это не что-то внешнее. I wear these clothes, I'm connected. Я ношу такую одежду, значит, я связан. I have kanti mala on, I'm connected. У меня кантимала, значит, я подключен. It's not the connection. Нет, не в этом связь. It's an external connection. Это все, это внешняя связь. Connection is internal. Но на самом деле это связь внутренняя. The internal connection is that we're connected in service to these instructions.
Внутренняя связь означает, что мы внутренне связаны служением, указанием. And if there's no internal connection, there's no current. И если этой внутренней связи нет, тогда не будет потока. This point is made very clearly. Prabhupada quotes it many times from Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада много раз цитирует и говорит об этом в Чайтанья Чаритамрите. Kali Kaliyara Dhamma Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vinadahi Taripavatana. Kali Kaliyara Dhamma. That the fundamental religious principle in the age of Kali is Nam Sankirtana. Главный принцип религии в века Кали – это Нама Санкиртана. Krishna Shakti Vinanahi Taripavatana. Unless one is empowered, he cannot spread the holy name. И если человек не будет уполномочен, он не сможет распространять святое имя. The empowerment comes from the connection to the Parampara. И эта уполномоченность приходит из связи с Парампарой. So in the same way, to instill faith and to help others with their faith in the strength of the holy name of the Lord, it requires a good connection. И подобным образом, для того, чтобы помогать другим людям, усиливать их веру в святое имя, мы сами должны быть хорошо связаны. Not just the external connection, И речь идет не о внешней связи, but the internal connection. This is that, yes, I am following the superior instructions given to me by my superiors. а о внутренней связи. Да, я следую наставлениям, которые дали мне мои старшие. I'm trying to help them, I'm trying to serve them. Я стараюсь помочь им, я стараюсь им послужить. And even though I may be a very imperfect instrument, И даже хотя сам я могу быть очень несовершенным инструментом, even though I may not have so many qualifications, даже хотя у меня самого, может быть, и нет нужной квалификации, somehow I've been asked to serve the disciplic succession. но так или иначе, меня попросили, чтобы я служил ученической преемственности. And on the strength of those instructions, I will try to carry those instructions and share those instructions with others. И опираясь на эти наставления, я постараюсь выполнить эти наставления и поделиться им с другими. That's what Lord Nityananda did. Именно это и делал Господь Нитянанда. He told everyone, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Siksha. That was what Lord Chaitanya told him. Он всем говорил это, потому что Господь Чайтанья именно это ему сказал. He simply repeated it. Он просто повторял слова Господа But he Чайтаньи. didn't simply repeat it. Но он не просто их повторял. He showed how much it was his life. Он показал, что это было самой его жизнью. A lot more effective when he shows how much it's his life. That order I've got, it's my life. Это намного более эффективно, когда мы показываем, что приказ, который мы получили, значит для меня все. Это вся моя жизнь. Without that order, I have no life. Без этого приказа у меня нет жизни. I'm like a dead body flapping. Я просто как мертвое тело, которое трепещет. But the order's given me life. Но это указание дает мне жизнь. And because of the life that's there in giving that instruction to others, others' faith is awakened. И поскольку в этом моя жизнь, и когда я передаю это наставление другим, у других людей пробуждается вера. It's not just the order. Дело не просто в приказе, It's the life one has in following it and giving it to others. а в том, что человек живет следованием этому и тем, чтобы передавать это другим. Both have to be there. И то, и другое должно быть. Just like Sanatana Goswami said of Haridas Thakur. Excuse me. Sanatana Goswami, Haridas Thakur. Yes. Some people preach. Yes. Sanatana Goswami. Санатана Госвами сказал о Харидасу Такуру. He said some people preach, but their behavior is not so good. Он сказал, некоторые люди проповедуют, но ведут себя не очень хорошо. Some people behave very well, but they don't preach. А некоторые люди ведут себя хорошо, поступают хорошо, но не проповедуют. But you, Haridas, you both behave perfectly and you preach for the enlightenment of others. Но ты, Харидас, ты и ведешь себя хорошо, и проповедуешь, возвышая сознание других. And therefore you can become spiritual master of the whole world. И поэтому ты можешь стать духовным учителем для всего мира. He was a perfect example. Он был совершенным примером. Not only did Lord Nityananda go out by himself, but every day he went out with Haridas Thakur. И Господь Нитянанда каждый день выходил на улицы не в одиночку, каждый день он выходил вместе с Харидасом Такуром. With the same order on his head. И тот же самый указ был и у него на голове. And even when
Lord Nityananda and Haridas Thakur approached Jagai and Madhai, and they realized, whoa, we really got a pair of fallen souls here. И даже когда Господь Нитянанда и Харидас Такур пришли, встретились с Джагаем и Мадхаем, и они поняли, о да, это действительно падшие личности. Because Lord Nityananda was so determined to deliver Jagai and Madhai and to give them faith in the holy name. Поскольку Господь Нитянанда был очень решительно настроен, чтобы освободить Джагая и Мадхая и дать им веру в чистое святое имя. When everybody else said, don't do it, don't do it, don't do it, you're going to have so many problems. Don't approach these two. Все говорили ему, не нужно этого делать, не связывайся с ними, не делай этого, ты столько проблем наживешь на свою голову. But still Lord Nityananda did it. Но все равно Господь Нитянанда пришел к ним. And then Jagai and Madhai started chasing them. И тогда Джагай и Мадхай погнались за ними. And Haridas Thakur said to Lord Nityananda, look at what you've done. И Харидас Такур сказал Господу Нитянанде, ну посмотри, что ты наделал. Because of this person I'm with, we've created so many problems for ourselves because of you. Эти ребята столько проблем нам причиняют, все из-за тебя. And Lord Nityananda said to Haridas Thakur, don't blame me. А Господь Нитянанда сказал Харидасу Такуру, не нужно меня обвинять. Look in your heart. Загляни-ка в свое сердце. He's the one responsible. Вот кто ответственен за все. He's the one responsible for what's happening. It's his order that we're executing, we're following. Look in your heart, don't blame me. Это он отвечает за все, это его приказ мы выполняем. Не надо меня винить, посмотри в свое сердце, его обвиняй. Carrying the order in the heart. В своем сердце они несли приказ. So, by carrying the order in the heart, of course, Lord Nityananda was very merciful and delivered Jagai and Madhai. И неся этот приказ в своем сердце, конечно же, Господь Нитянанда был очень милостив, и он освободил Джагая и Мадхая. Although they were most fallen, faith was awakened in the chanting of the holy name of the Lord. Хотя они были самыми падшими, но в их сердце пробудилась вера в воспевание святого имени. And Bhaktivinoda Thakur even explains in Harinam Chintamani. И Бхактивинода Такур объясняет в Харинама Чинтамани. He says that when he talks about what does it mean to be preaching the glories of the holy name of the Lord to the faithless. Он говорит, что значит проповедовать славу святого имени неверующим. He says it's to initiate somebody in the chanting of the holy name of the Lord who has no faith in the name. Он объясняет, что это означает давать посвящение в святое имя Господа тем, у кого нет веры. And if they have no faith in the name and they commit offenses to the holy name of the Lord, И если у таких людей нет веры, и они совершают оскорбления по отношению к святому имени, then this is neither conducive for them, neither is it conducive for the person who gives them the holy name, initiates them in the holy name. то это будет неблагоприятно для них, и это будет неблагоприятно для того, кто дал им святое имя, дал им He посвящение. describes some of the symptoms of a faithless person. И он описывает несколько признаков людей, у которых нет веры. A faithless person is somebody who thinks that he simply wants prestige, and that's why he wants a spiritual name. Человек, у которого нет веры, это человек, который хочет получить святое имя, хочет получить духовное имя лишь для того, чтобы получить определенное положение, престиж. Because by getting the prestige, then others will want to serve him, and he thinks, oh, now I can get others to serve me. Потому что если у человека будет престиж, тогда другие будут ему служить, и он будет наслаждаться этим служением. It describes this as a symptom of a person who doesn't actually have faith in the name. Вот именно так описывается, что именно таковы признаки человека, у которого нет настоящей веры. And he says to give the holy name, though, to initiate somebody in the holy name who doesn't have faith in the name, it's like putting pearls before swine. Он говорит, что давать святое имя или давать посвящение человеку, у которого нет веры в святое имя, это то же самое, что бросать жемчужины свиньям. He said it's like giving fancy clothes to a monkey. Или давать роскошную одежду, одевать обезьяну в роскошную одежду. You give fancy clothes to a monkey, what does the monkey do? Если вы дадите обезьяне роскошную одежду, что она сделает с ней? Just rips them off. Просто разорвет. Can't appreciate fancy clothes. Она не сможет понять ценность этой дорогой одежды. She said, therefore, it's very important to first awaken faith in the holy name. Поэтому очень важно сначала пробудить в человеке веру в святое имя. And he said that that's what Lord Nityananda did. He awakened faith in the holy name of the Lord, Jagai and Madhai. И он сказал, что именно это и делал Господь Нитянанда. Он пробуждал веру в святое имя, пробудил веру в Джагая и Мадхая в святое имя. By awakening faith in Lord Chaitanya.
пробудив в них веру в Господа Чайтанью. And then Lord Chaitanya, when he accepted Jagai and Matai, he said, okay, now you will not have to suffer any more sinful reactions. И когда Господь Чайтанья принял Джагая и Махая, он сказал: хорошо, теперь вам больше не нужно страдать за свои греховные реакции. Anyways, that's a side point. Ну, это не главная тема. But the point is faith Но о чем мы говорим? Мы сейчас говорим о вере. and the ability to help others with their faith comes from serving the higher order. И наша способность помогать другим людям, усиливая их веру, приходит из того, что мы служим высшему наказу. And therefore, the emphasis that was given by Srila Prabhupada in the verse yesterday, Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивал в стихе, который мы прочитали вчера, not only there, but in many other places as well. не только в этом комментарии, во многих других местах Шрила Прабхупада говорит об этом. Emphasis was given that yes, by serving the higher order, Он подчеркивает, что служа высшему наказу, one can relieve the anxieties of those Vaishnavas who are anxious for helping others in their faith in Krishna consciousness. человек может облегчить беспокойство тех вайшнавов, которые беспокоятся лишь об одном: как помочь другим продвинуться в сознании Кришны. So as we were saying also yesterday, И также вчера мы говорили, that an effective spiritual care system should be based upon the presence of those who have care for others. что эффективная система духовной заботы должна основываться на присутствии реальных личностей, которые заботятся о других. And if one doesn't feel that strong desire to care for others within their heart, А если человек не чувствует в своем сердце сильного желания заботиться о других, but if they still have within their heart a strong desire to serve somebody who does care, но если в его сердце есть сильное желание служить тому, у кого есть эта забота, that's how a devotee care system starts. вот так и начинается система заботы о преданных. It starts with substance. Она начинается с сути. Without substance, it's really very difficult to care for others. Без сути, без содержания очень трудно заботиться о других. One has to look for the substance. Where is their real care? Человек должен искать эту суть, где мне найти истинную заботу. Just as we said yesterday, that sometimes people think when they hear about spiritual care, they start thinking, yeah, that's me, I need spiritual care. Как мы говорили вчера, иногда, когда люди слышат о духовной заботе, они думают: да-да, это как раз ко мне относится, мне нужна духовная забота. Yeah, I'd like to be cared for. Да, мне хотелось бы, чтобы обо мне заботились. Sounds like a very good topic. Звучит, по-моему, это очень хорошая тема. Everybody comes in with the same idea. Yeah, I'd like to be cared for. И все приходят с этой мыслью: да, мне хочется, чтобы обо мне позаботились. But as we began our presentation yesterday, I gave one quote that was given by Srila Prabhupada. Но когда вчера я читал лекцию, я процитировал слова Шрилы Прабхупады. That Prabhupada said, when you take care of Krishna's devotees, Krishna takes care of you. Прабхупада сказал, что когда вы заботитесь о преданных Кришне, Кришна заботится о вас. So, and also a very important part of spiritual care И это также очень важная часть духовной заботы. is to care for those who are anxious about others' anxieties. Это заботиться о тех, кто переживает о страданиях других. How can I relieve their anxiety? Как же я могу облегчить их беспокойство? Let me serve them and help them to relieve their anxiety А буду-ка я служить им и помогу им избавиться от этих беспокойств, by trying to help others and relieve them from their anxiety пытаясь помогать другим и избавлять людей от их беспокойств. and carrying the order on our heads to help others to become free from anxiety. И неся этот приказ, это указание себя, поставить его себе на голову, помогать людям избавиться от беспокойства. Even if we don't feel any care within our hearts, Даже если в своем сердце мы не чувствуем никакой заботы, but if we care for those who do care, но если мы не безразличны к тем, кто заботится о людях, that's how it starts. то с этого все и начинается. One devotee once asked Srila Prabhupada, I don't feel any compassion. Один преданный как-то спросил Шрилу Прабхупаду: я не чувствую никакого сострадания. Prabhupada said, then serve somebody with compassion. Прабхупада сказал: ну тогда служи тем, у кого есть это сострадание. If you serve somebody with compassion, then what happens? You get their qualities. Если вы будете служить человеку, у которого есть сострадание, то что произойдет?
вы начнете перенимать его You качества. could begin to understand what compassion is because you're serving somebody with compassion. Вы начнете понимать, что такое сострадание, потому что вы слушаете тому, у кого есть это сострадание. And they'll find, then you'll find that they may be very compassionate to you. И затем, когда вы найдете такого человека, вы можете обнаружить, что такой человек очень сострадателен к вам. Being so pleased for serving somebody who is compassionate, they'll be compassionate to you. И будучи довольны вами, вашим служением, эти люди проявят сострадание к вам. And they'll give you the strength and conviction that it exists. И они дадут вам силу и убежденность, что такая забота и сострадание действительно существует. It's real. I can help others. Это действительно так. Это все есть на самом деле. Я могу помогать другим. Just by serving somebody who is compassionate. Просто служа человеку, у которого есть I'll tell сострадание. you, I was here in this movement when Srila Prabhupada was present. Я сейчас скажу вам, я был в этом движении, когда Шрила Прабхупада был на планете. And that's how everything worked. И именно так все работало. Everything worked on that principle. Все работало благодаря этому принципу. Our enthusiasm, our determination, our conviction all came from the fact that we saw somebody who was compassionate. Наш энтузиазм, наша решимость, наше вдохновение, все это происходило из того, что мы видели человека, который по-настоящему сострадателен. And by serving somebody who is compassionate, we realized that this is how to get the mercy. И служа человеку, у которого есть настоящее сострадание, мы понимали, что именно так можно обрести милость. I didn't feel any compassion. Я не испытывал никакого I can сострадания. tell you that when I was going out 10 hours a day distributing books in cold weather, Я честно скажу вам, что когда я выходил на улицу и по 10 часов распространял книги в холодную погоду, I wasn't feeling compassion for those people I was approaching. я не чувствовал сострадания к людям, к которым я подходил. I was crying. Я плакал. Well, it wasn't compassion. Это были не слезы сострадания. I was crying because it was so difficult. Я плакал, потому что было очень тяжело. And I was asking myself, sometimes I'd ask myself, why am I doing this? И иногда я спрашивал себя, а зачем я это делаю? And the only thing that kept me going И единственное, что помогало мне продолжать, was Prabhupada's compassion. это сострадание Прабхупады. That's the only thing that kept me going. Это единственная вещь, которая поддерживала меня. I'd open up Bhagavad Gita and there was Prabhupada's compassion. Я открывал Бхагавад-гиту, и там сострадание Прабхупады. I'd go to my godbrothers and there was Prabhupada's compassion. Я встречался с духовными братьями и снова видел сострадание Прабхупады. Wherever I looked, I was surrounded by Prabhupada's compassion. Куда бы я ни посмотрел, я был окружен состраданием Прабхупады. Couldn't hide from it. Я не мог от него скрыться. It was everywhere. Оно было повсюду. We lived for it. Мы жили ради этого. We were ready to die for it. Мы были готовы умереть ради этого. I even remember once when Prabhupada, I was traveling and distributing books. Я помню, как я путешествовал и распространял книги. And we were distributing so many hours every day of the week. И каждый день мы распространяли книги по много часов. And Prabhupada made this statement И Прабхупада тогда сказал, that the devotees who travel in vans and distribute my books, they'll get my extra special mercy. преданные, которые путешествуют на микроавтобусах и распространяют мои книги, они получат мою особую милость. And we were thinking, Prabhupada has some extra special mercy to give. И мы тогда думали, что у Прабхупады есть еще какая-то дополнительная, особенная милость. We're already getting so much mercy. Мы уже так много милости получаем. And now Prabhupada's talking about extra special mercy. А теперь Прабхупада говорит еще об особой, дополнительной We couldn't even милости. imagine what it could be. Мы даже не могли себе представить, что это такое. But we all decided one thing. Но все мы решили одно. We wanted it. Мы хотим эту милость. We wanted it. Мы хотим ее. If it's extra special, we want it. Если это особая, дополнительная милость, она нам нужна. That we started to stay out distributing books till 2 o'clock in the morning on the weekends. И мы тогда на выходные стали оставаться на улицах и распространять книги до 2 часов ночи. 14 hours a day По 14 часов в on the день. weekends. And during the week, it was 8 to 10 hours. В выходные дни. А в будние дни у нас было 8 или 10 часов. Then we started fasting on Saturdays Затем по субботам мы стали поститься. because we didn't want to waste time eating. Потому что мы не хотели тратить время на еду. We're trying to figure out how to get extra special mercy. Мы старались понять, как получить эту дополнительную особую милость.
That's how everything works. Вот так все работало все время. We served somebody who was compassionate. Мы служили тому, у кого было сострадание. By serving somebody who's compassionate, you begin to get a glimpse of the compassion. И служа человеку, у которого есть сострадание, вы начинаете сами понимать, что это такое сострадание. Because what takes place in the heart is incalculable. Потому что то, что происходит внутри сердца, невозможно увидеть и измерить. You cannot in any way calculate what takes place in the heart when you're the object of a Vaishnava's compassion. Невозможно разглядеть и замерить, что происходит в сердце человека, когда он получает милость сострадательного вайшнава. You can't pull out a what do you call those things? A calculator and start adding it up. Невозможно на калькуляторе начать это рассчитывать. It's not like a bank account when you start adding up all your income. Это не как счет в банке, где можно складывать и все рассчитать. It's faith. Это вера. It's faith. It's what gives us strength to go on in our Krishna consciousness. It's Вера. faith. Вера, которая дает нам силу идти вперед в сознании Кришны. Not blind faith. Не слепая вера. Substantial faith. Истинная вера. There's substance. В ней есть содержание. Because the person who has it has substance. Потому что человек, у которого есть эта вера, в нем есть суть, в нем есть содержание. When you serve a person with substance, you get substance. Когда вы служите человеку, у которого есть внутренняя суть, есть And then you have something to share. содержание, вы тоже получаете эту суть, и тогда у вас появляется чем делиться с другими. Then you can help others with their faith. И тогда вы можете помогать другим людям, усиливая их веру. This is the whole basis of devotee care. В этом вся суть заботы о преданных. It's not just a system. Это не просто система. It's not just, well, how can we start the devotee care system? Это не так, что мы думаем, как бы нам развить систему заботы о преданных. Get the room, who's going to become the carers? Давайте выделим помещение, назначим, кто будет заботиться. And then we start giving everybody designations. И потом людям дадим определенные ярлыки, обозначения. That's not what's required. Нет, не это нужно. What's required is first the substance. Нужно что-то другое. Прежде всего нужно содержание. It's to serve somebody who cares. И это содержание в том, чтобы служить тому, кто заботится. Help them to help others. Помогать таким людям, помогать другим. And then it just starts growing spontaneously. И тогда все начинает расти спонтанно. That's how devotee care systems grow. Вот так растет система заботы о They преданных. start growing spontaneously, naturally. Она развивается спонтанно, естественно. Because there's substance, there's enthusiasm. Yeah, what can we do? Потому что если есть это содержание, появляется энтузиазм. Да, что мы можем сделать? And then you start thinking of more things that you can do to help others. И тогда вы начинаете думать о том, что еще вы можете сделать, чтобы помочь другим. It's just a natural, what is that something? Outgrowth. That's not the word I'm looking for, but I'll do for now. Это Huh? Byproduct. No, I'm still looking for something else. But it's okay. Outgrowth is okay. то есть естественный рост. It comes naturally. Все это происходит естественным Just like образом. Ниранджана Maharaj was asking today. Как Ниранджана Махарадж задавал сегодня вопрос. He said, so what's step 2? Он спрашивал, каков следующий шаг? So I said, you mean yesterday was step 1? Я спросил, а вы имеете в виду, что вчера был первый шаг? I was surprised. Я удивился, Because I thought step 1 already happened a long time ago. потому что я думал, что первый шаг был сделан уже давно. I seem to remember Sridham and Kishori came here. Я помню, как сюда приезжали Шридам и I Кишори. seem to remember devotees going to other counselor retreats. Я помню, как преданные отсюда ездили на ретриты I наставники. remember a lot of discussions were taking place. Помню, что много всего обсуждалось. And I was questioning, it means yesterday was step 1? И я спросил, это что? Вы имеете в виду, что вчера был первый шаг? I was shocked. Я был удивлен. I thought, wait a minute, it must have gone farther than that. Я подумал, нет, минуточку, мы, наверное, уже дальше прошли, чем просто первый шаг. I'm sure it did. Я уверен, что так оно и есть. It's something's there. Что что-то уже было сделано. But it's time to build on it. Но теперь пришло время идти дальше. But if we want to build on it, we should build on this principle.
И если мы хотим идти дальше, то мы должны опираться на эти принципы. Then it will come naturally. Тогда все будет происходить There'll be a естественно. natural enthusiasm to help others. Будет естественный энтузиазм, чтобы помогать другим. For no other reason than to serve the higher order. Если мы делаем это ни с каким другим мотивом, кроме как служить высшему наказу. Which in itself is very satisfying. И само по себе это уже приносит очень большое удовлетворение. It's what gives preaching life. Это дает жизнь проповеди. It's what gives life. Without life, what's the value of our preaching? Это дает жизнь. А без жизни каков смысл нашей проповеди? We get life for following the orders of the superior Vaishnava. Мы получаем жизнь, когда мы следуем указаниям старших вайшнавов. That's what gives us life. Вот что дает нам жизнь. And Prabhupada used to quote Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that one who has life, he preaches. И Прабхупада часто цитировал Бхактисиддханту Сарасвати Такура. Тот, в ком есть жизнь, может проповедовать. And Prabhupada also said that, he says, what he says, he's compared to like bellows in a blacksmith shop. A person who doesn't have life is like the bellows in a blacksmith shop. You know what a bellows is? И Прабхупада сравнивал человека, у которого нет вот этой жизни, он сравнивал его с мехами у кузнеца. Bellows in a blacksmith shop, it breathes. Кузнечные меха, они тоже дышат, они нагоняют воздух. But there's no life. Но жизни там нет. It breathes, Хотя дыхание, кажется, есть, but no life. но жизни нет. So we need life. This is what puts life. Итак, нам нужна жизнь. Вот что дает эту жизнь. One who has life, he preaches. Тот, у кого есть жизнь, может проповедовать. He shares his faith, Он делится Krishna своей consciousness верой with в others. сознании Кришны, он делится ей с другими. He teaches by his example. Он учит своим примером. He shows others what it means to have faith. И он показывает другим, что означает иметь веру. Because he has the order to follow. Потому что у него есть приказ, которому он следует. That's what gives life to preaching Krishna consciousness. Вот что дает жизнь для проповеди сознания Кришны. So I'm trying to simply place a lot of emphasis on substance first. И вот я сейчас стараюсь как можно сильнее подчеркнуть суть. I'm not so good in organization. На самом деле в организации, в таких организационных вещах я не очень последовательный. I'm not going to sit here and go over all the details. You do this, you do that, do this, you do that, do this. Somebody else can do that. Я не буду говорить сейчас, надо вот это вот как устроить этому человеку, этим заниматься, этому этим. Пусть кто-то другой сделает это. But if we start with substance, there'll be life. Но если мы начинаем с сути, с содержания, тогда жизнь будет. Even if only one or two start, Даже если вначале будет один или два человека, we'd like to see more. конечно, хочется, чтобы было больше. But even if only one or two start with substance. Но даже если есть один-два человека в начале, давайте начнем с этой сути. And then build on that. И затем будем строить дальше на этом фундаменте. That's my humble recommendation for devotee care. Вот это моя смиренная рекомендация относительно заботы о преданных. I wanted to share that with you today. Я хотел поделиться сегодня этим с вами. And I don't want to take too much time, Я не хочу сейчас занимать слишком много времени, because I know there's other speakers and hopefully they'll have something to share also. потому что я знаю, что есть и другие преданные, которые будут рассказывать, и им есть чем поделиться. And also there's kirtan tonight. И также сегодня вечером киртан запланирован. And then I think we're ending our two-day event. И на этом завершится наш двухдневный ретрит. Would anybody like to ask any questions Кто-то хочет задать какие-то вопросы, related to something already discussed? но по теме того, что мы сейчас обсуждали. А вы говорили, что когда вы служите человеку, у которого есть страдания, или служите личности, а потом вы говорите, что той личностью для вас это был Шрила Прабхупада, у которого было это истинное сострадание. И значит ли, что это должна быть не просто какая-то личность, человек, а истинный духовный учитель должен быть? Вы говорили о том, что нужно служить человеку, у которого есть сострадание. Да. А потом приводили свой пример. Вы служили Шри Прабхупаде, у которого есть это истинное сострадание. Вы рассказывали, как служили Шри Прабхупаде, у которого было истинное И сострадание. значит ли это, что нужно не просто какой-то личности или человеку служить, а истинному духовному учителю служить и понять его настроение? И значит ли это, что надо служить именно истинному духовному учителю и понять его настроение?
does it mean that we should serve not just ordinary person, but we should serve bona fide spiritual master and understand his move? We should serve a bona fide Vaishnava and try to understand him. Мы должны служить истинному Вайшнаву и понять его настроение. Whether they're a spiritual master or not spiritual master, if they're a bona fide Vaishnava, we can serve them. Является ли он духовным учителем или не является, это не важно. Если он Вайшнав, то мы можем служить ему. Spiritual master can sometimes become an external designation too. Духовный учитель иногда тоже может стать неким внешним ярлыком. That only spiritual masters have substance. That only spiritual masters have substance. Как будто бы только у духовного учителя есть это внутреннее содержание. But they don't have a monopoly on substance. Но у них нет монополии на эту суть, на содержание. Не только у них она есть. Look for substance. Ищите суть. They may not be initiating spiritual masters. Эти вайшнавы могут и не быть инициирующими духовными But if they have учителями. substance, Но если у них есть эта суть, which is faith, а именно вера, then we should serve them. тогда мы должны служить им. А что делать, если какие-то внутренние препятствия мешают нам посвятить себя служению Вайшнаву? Из-за каких-то внешних вещей мы не отдаем себя этому служению, так как вы отдавали себя служению Шри Прабхупаде. Мы чувствуем, что что-то нам мешает, и почему-то мы не посвящаем себя полностью. Как увеличить вот эту решимость или сосредоточиться на главном? So you gave an example as you served Shri Prabhupada. But we might have some obstacles, some petty things that prevent us from surrender to that Vaishnava, because maybe we see some shortcomings. And how can we increase our determination and dedicate ourselves completely, surrender more to serving that Vaishnava? Maybe some obstacles? Yes, maybe we see some shortcomings. Something is preventing us from surrendering completely. Yes. How to overcome it, how to increase our determination. If we see that Vaishnava is bona fide, but somehow we don't dedicate ourselves completely, there are some internal obstacles. Pray for those internal obstacles to be overcome. Махарадж говорит, надо молиться, чтобы преодолеть эти внутренние препятствия. If we see them as our obstacles, then we need help. Если мы видим, что это мои препятствия, значит мы понимаем, мне нужна помощь. We can't get rid of our own obstacles by our own efforts alone. Мы не можем избавиться от наших препятствий лишь своими усилиями. We depend upon the power of the holy name of the Lord. Мы зависим от могущества святого имени Господа. And the holy name of the Lord can eradicate one from these obstacles. И святое имя Господа может избавить, убрать все препятствия. And so therefore we pray to Krishna, pray to the holy name. Please help me to overcome these obstacles in my spiritual life. И поэтому мы молимся Кришне, молимся святому имени. Пожалуйста, помоги мне преодолеть эти препятствия в моей духовной жизни. Namaparada yukta namanyeva haranchigam avishyanti prayuktani tani bharti kritani cha. The chanting of Hare Krishna is recommended for those who even have offenses in their heart. Воспевание Харе Кришна рекомендовано даже для тех людей, у кого в сердце есть оскорбления. Because if they go on chanting the holy name of the Lord, trying to become free from those offenses, Потому что если они будут продолжать воспевать святое имя Господа, стараясь избавиться от этих оскорблений, gradually they'll become purified from those anarthas. постепенно они очистятся от этих анархий. First thing is to recognize what they are. Но сначала надо понять, в чем состоят эти анархии. If we don't see what those anarthas are, that's another anartha. Если мы даже не понимаем, каковы мои анархии, не распознаем их, это еще одна анархия. One anartha is to be ignorant of what the obstacles in the path of devotional service are. Одна из анарх – это быть невежественным в отношении препятствий на пути духовной жизни. So we should know what our anarthas are. Итак, мы должны понимать свои анархии. This is not the kind of question I was looking for. Но я не такого As much вопроса. as I would like to turn it into this talk, back and forth, but we have limited time. У нас сейчас ограниченное время. I'd like to stick specifically to the points I discussed today. Я бы хотел непосредственно вопросов по теме, на They're которые я good говорил questions. сегодня. They're good questions. I don't. Это хорошие вопросы были. But
let's try to stick to the point I discussed today. Ну, давайте придерживаться темы, которую мы сегодня подняли. Yes. Нет, не знала, Правильно ли я понял, что суть заботы — это значит служить тому, у кого есть эта вера, тот, кто заботится. И что означает практически, как служить вайшнавам, тех, кто заботится, как это должно выражаться внешне? Is my understanding correct that the essence of devotee care is service to the Vaishnavas who actually have that compassion, who actually care? And what does it mean practically? How it is practically applied, that service to those Vaishnavas? Ask them. Спросите их, этих Вайшнавов. They'll tell you. Они скажут. Ask them. What can I do to help? Что я могу сделать, чтобы помочь вам? Are you asking me? Вы меня спрашиваете? Huh? You already told me. Oh, I thought so. Я так и думаю, что я это сделал. Yes. Расскажите, пожалуйста, как понять, что человек служит другим из сострадания, а не из желания славы, потишки? То есть как вот это понять, что это тот самый человек, которому хотелось бы служить, и не оказаться в ситуации, что просто этот человек, со временем выясняется, что этот человек просто хотел славы, допустим. How can we be sure that other person is really caring for others because of genuine compassion, not because of desire for fame? Because it might happen that after some time the situation will be that he had some ulterior motives and wasn't genuine caring. Как убедиться, что человек заботится о других с искренним мотивом заботы, а не с какими-то корыстными мотивами, как желание славы, потому что может пройти время, мы увидим, что у человека были корыстные мотивы. If you want to know someone's motive is, serve them. Если вы хотите узнать мотивы человека, служите этому человеку. And you'll find out. Тогда вы увидите. If you don't know, and you think, maybe they might be somebody who's worth serving. Если вы не знаете и еще не разобрались, тогда подумайте, может быть, стоит служить этому человеку. Then serve them. Тогда попробуйте, служите. You'll find out. И все поймете. Харе Кришна, вот такая ситуация, существует группа, и в этой группе преданные хотят научиться заботиться, и они в первую очередь хотят заботиться друг о друге. Является ли это иллюзией, что это утопия? Может быть, это вообще нереально, и эта группа, либо хотя бы один из них должен служить вот этому преданному, чистому. То есть вот эта идея, что они хотят вот внутри группы друг о друге заботиться, она вообще это реально или это вообще иллюзия полнейшая? Есть группа преданных, которые хотят научиться заботиться о преданных, но они заботятся друг о друге. Для начала хотят научиться. Или надо научиться, или надо, чтобы кто-то из них служил этому вайшнаву. There's a group of devotees and we start helping each other first. Yes. Is it correct? Is it correct? To gradually start helping others. Is it correct to just no? No. Is the approach correct, or maybe one of them should serve that Vaishnava, your Vaishnava, as you described? On the order of the advanced Vaishnava, many people can get together and help each other. Если это делается по приказу возвышенного вайшнава, по его указанию, тогда многие люди могут собираться вместе и стараться помочь друг другу. But the order always comes from above. Но приказ всегда приходит сверху. It doesn't come just by getting together and agreeing on it. Он не приходит просто от того, что люди собираются и о чем-то It договариваются. always comes from above.
Он всегда приходит сверху. It's the only place to get it. Это единственное место, откуда мы можем получить приказ. Спасибо за лекцию. Часто говорится, что чтобы помогать другим, ты должен в первую очередь помочь себе. И я всегда это понимал так, что как бы приоритетом номер один в моей жизни должна быть моя практика. То есть и моя вера будет расти, если я сам внимательно отношусь к воспеванию, к чтению книг. То есть правильно ли это или нет? Или приоритетом должно быть именно служение и практическое руководство, следование практическим указаниям свыше. Говорится, что для того, чтобы помочь другим, нужно сначала помочь себе. И я это всегда понимал так, что моим приоритетом должна быть моя собственная садхана. Да. Правильно ли это? Или нужно сделать приоритетом помощь другим? И следование указаниям. Как Махарадж говорит, служить преданным. Служение преданным, а не садханом сделать приоритетом. Служение старшим преданным. Служение старшим преданным. I have often heard that in order to help others, first I should help myself. Therefore, I made my priority sadhana, reading Srila Prabhupada books, and so on. Is it correct, or maybe my priority should be serving the orders of advanced Vaishnava, as you described? Do you think not taking care of your sadhana and studying is not the order of advanced Vaishnava? Вы считаете, что если вы занимаетесь садханой, изучаете книги Шрилы Прабхупады, то это не есть выполнение наставления возвышенного Вайшнава? Просто я не вижу, связь этой деятельности с... Most important instruction given by the spiritual master is chant Hare Krishna. Самое важное наставление, которое дает духовный учитель, это повторять Харе Кришну. Prabhupada says it's the most important instruction. Прабхупада сказал, это самое важное наставление. Nothing higher. Нет ничего выше этого. Самое важное. Как тогда найти связь этой деятельности с заботой? But how is it connected with devotee care? How is it connected with devotee care? Как это связано с заботой о преданных? It depends how you connect it to devotee care. Зависит от того, как вы это связываете с Part of caring заботой. for devotees is being a good example yourself. Часть заботы о преданных – это самому быть хорошим примером. How can you be effective in helping anybody else if you don't even know how to help yourself? Как вы можете эффективно помогать другим, если вы даже себе не можете помочь? How are you going to convince anybody if you don't even help yourself? Как вы можете убедить кого-то, если вы самому себе не можете помочь? Prabhupada even says example is more important than precept. Прабхупада говорил, что пример важнее, чем слова. If the example isn't there, then how can you preach? Если нет правильного примера, вы не показываете пример, то как вы сможете проповедовать? So yes, you do have to have a good example for yourself. Поэтому, конечно, вы сами должны показывать хороший пример. Good sadhana, good understanding of Srila Prabhupada's books. Хорошо понимать книги Шрилы Прабхупады. That shouldn't be compromised. Этим ни в коем случае нельзя жертвовать. Helping others will be a natural outgrowth. И тогда помощь другим будет естественным следствием этого. It will come naturally. Это естественно придет. Don't sacrifice good sadhana and studying Srila Prabhupada's books and think that I can help others if I sacrifice good sadhana. Не нужно жертвовать хорошей садханой, изучением книг Шрилы Прабхупады и думать, как я могу помочь другим. That's why Prabhupada said, physician, heal thyself. Поэтому Прабхупада говорил, врач, сначала исцели себя. That's his quote. Это он говорил. I'm going to stop here. Я хочу здесь остановиться. Because we have probably a little break required, and then there's other devotees who are supposed to speak. Потому что сейчас надо сделать небольшой перерыв, потом другие преданные. Thank you very much for your Спасибо большое. attention. Hare Krishna.